Если вы любитель оригинальных, небанальных и ярких растений, этот цветок вам должен понравиться. Он отличается своей дивной формой и пестрой окраской. Его внешний вид не похож ни на какие растения и имеет вид объемной сумочки или башмачка. Не зря этот цветок получил свое необычное название, которое в переводе с латинского означает «напоминающий ботинок». Речь идет про удивительную и неповторимую кальциолярию. Эта экстравагантная яркая красотка скорее напоминает растение с другой планеты. Ее нарядные, причудливые цветки привлекут внимание кого угодно. В естественной среде кальциолярию можно встретить во влажных тропиках Южной и Центральной Америки. Культура теплолюбивая, поэтому в садах средней полосы ее выращивают как однолетник. Но среди ее многочисленных видов есть как однолетние, двулетние, так и многолетние представители. Многие из них выращивают не только в комнатных условиях, но и в открытом грунте. При домашнем содержании размеры кустиков составляют около 30, реже 50 см. В природе некоторые виды кальциолярии вырастают до 60 см в высоту. Растение может представлять собой травянистый многолетник или кустарник. В культурном цветоводстве чаще встречаются компактные декоративные представители с красивой розеткой из гофрированной листвы и ярких разной окраски округлых соцветий. Кальциолярия привлекает цветоводов не только своим незаурядным и праздничным видом, но и долгим периодом цветения. Первые соцветия раскрываются уже в конце весны, а последние будут радовать вас даже поздней осенью. Конечно, сроки цветения будут зависеть от времени посева семян и ухода за растением. Кальциолярию неприхотливой не назовешь, но она стоит того, чтобы уделить ей должное внимание. Цветы кальциолярии могут иметь самую разную окраску. Они бывают желто-оранжевыми, фиолетовыми, белыми и красными. Кроме своей пестрой расцветки, кальциолярия выделяется своеобразным рисунком в виде крапинок и штрихов. Именно такая необычная форма и броская окраска принесли этому цветку столь широкую популярность. Из кустиков кальциолярии можно создать самые разнообразные цветочные композиции. При соответствующем уходе она всегда нарядно выглядит и привлекает внимание даже сама по себе. Цветущая кальциолярия – это яркий акцент и буйство красок. Ее кустики способны украсить не только домашний интерьер, но и садовый участок, террасу или придомовую территорию. Несмотря на требования этого цветка к высокой влажности и теплу, его кустики довольно быстро наращивают свой объем, причем всего за сезон. Многие виды декоративно выглядят даже за счет своей листвы, а их цветение растягивается на долгие месяцы. В домашних условиях цветочки появляются примерно в мае, а последние башмачки могут раскрываться в сентябре. При хорошем уходе на одном растении появляется до 30-50 очаровательных ярких цветов. Кроме своей необычной красоты, соцветия кальциолярии обладают приятным ароматом. Но чтобы кустики радовали вас обильным цветением, им потребуется создать определенный микроклимат с высокой влажностью и температурным режимом. Эта тропическая культура предпочитает более прохладные условия содержания. Кальциолярия не терпит жары и прямых лучей солнца. Лучше всего для нее это режим, приближенный к 20 градусам тепла с рассеянным освещением. Замечено, что в жарких условиях растение начинает сбрасывать свои еще не раскрытые бутоны, и цветение значительно сокращается. Кроме этого, кальциолярия нуждается в своевременном поливе и повышенной влажности воздуха. Для этого возле вазонов хорошо ставить бытовой увлажнитель воздуха или поддон с водой с декоративной галькой. Также кальциолярия очень любит опрыскивание из пульверизатора, но не самой кроны, а воздуха вокруг. Имейте в виду, что капли не должны попадать на цветы и листву. Также не рекомендуется располагать вазоны на жарких южных подоконниках. В холодный период года цветку потребуется дополнительное освещение. Например, горшочек с кальциолярией можно поместить под искусственный яркий свет. Если кустикам создать хорошие условия, они станут цвести даже осенью и зимой.
Кальциолярия любит питательный грунт, оптимальной влажности и нейтральной реакции. Но постоянное и чрезмерное переувлажнение может привести к загниванию корней и развитию грибковых инфекций. Лучше всего на дно горшка укладывать слой дренажа, а полив производить через поддон. Для хорошего и продолжительного цветения в весенне-летний период кальциолярию потребуется удобрять. Для этого используют водорастворимые минеральные удобрения для цветущих комнатных культур. Подкормки вносят примерно один раз в 10 дней. Если вы приобретете растение в магазине, то обратите внимание, в каком горшочке оно растет. Чаще всего кустики требуется пересадить в более объемные вазоны со свежей питательной почвосмесью. По окончанию цветения на цветоносах завязываются коробочки с мелкими семенами, которые можно использовать для размножения. Хотя этот процесс достаточно сложный и требует определенного опыта и затрат времени. Кроме того, кальциолярия относится к растениям с длительным периодом вегетации. Если семена посеять на рассаду в конце зимы, то цветочки появятся только к концу лета. Но кальциолярию можно размножить черенкованием. Для этого нарезают боковые веточки с междоузлиями. Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования и помещают их в рыхлый влажный грунт под прозрачные пластиковые емкости. Черенки должны находиться при рассеянном освещении и температуре 20-25 градусов. Наиболее широкое распространение в комнатном цветоводстве приобрела кальциолярия гибридная. Среди этого декоративного вида есть много красивых сортов с необычными, округлыми, яркими цветками и выразительным рисунком. Довольно редкий и интересный вид с фиолетово-пурпурными цветами – кальциолярия паутинистая. У кальциолярии пурпурной тоже цветы с красновато-фиолетовой окраской. Выращивают также кальциолярию городчато-цветковую и морщинистую. Подобрав разные растения, можно создать очень красочную композицию. Только учитывайте, что некоторые виды, как, например, кальциолярию гибридную, нежелательно выращивать в открытом грунте, так как ее цветы будут страдать от дождей. По окончанию цветения кустики коротко обрезают и переносят на холодный сезон в темное, прохладное помещение. При этом полив сводится к минимуму. Но допускать полное пересыхание почвы в вазоне тоже нельзя. Среди разных видов кальциолярии есть двулетние представители. Однако замечено, что кустики на второй год начинают вытягиваться и не так обильно цветут. Поэтому с первыми признаками старения осенью веточки обрезают для черенкования и выращивания новых молодых растений. Хоть кальциолярию легкой в уходе не назовешь, но все же она заслуживает занять свое почетное место в цветочной коллекции. И таких ярких инопланетных цветов, как у нее, надо еще поискать. Поделитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.